Киев – уникальный город. У него есть свои небоскребы, моря, водопады, киностудии, фестивали, башни, обсерватории, оранжереи, скульптуры и, конечно же, живописная природа. Леса, парки и сады составляют половину его площади. Невероятно, но в мирской суете можешь о всем этом забывать. Дверь зачиняется. Побывав в более чем 20 странах, я начал понимать, насколько местные могут не замечать свой город. Поэтому решил напомнить себе, а заодно и показать всем, какой же Киев бывает прекрасный. Многие мегаполисы имеют отличительные здания и памятники архитектуры. Именно эти объекты ассоциируются с конкретным городом, создают его узнаваемость. И Киев в этом плане тот еще красавец. Для меня самая красивая скульптура в Киеве, а может даже в Украине. Она выше статуи Свободы в Нью-Йорке и статуи Христа в Рио и входит в 5 самых высоких монументов в мире. Расположена прямо на горе. Родина-мать величественно возвышается над всем Киевом. Она воплощает в себе борьбу за независимость народа, напоминая о большой цене, которую заплатили миллионы человек. Еще один монумент, связанный с независимостью, находится в самом центре города – Аранта, которая в постоянной молитве с веткой калины и золотым венком на голове оберегает Украину. Огромная радуга в 50 метров, сделанная из титана, под названием «Арка дружбы народов». Столь прочно в советское время пытались объединиться Россия и Украина. К сожалению, с того времени монумент помутнел, и взаимоотношения между странами тоже. Ну и, конечно, памятник основателям. Кий, Щек, Хорыв и сестра Лыбедь, которые являлись князьями в племенном объединении полян. Именно с них и началась история столицы Украины, а город назвали в честь старшего брата. Киев – это современный мегаполис, в котором проживает 3 миллиона человек, а жизнь несется вместе с людьми в бешеном темпе. Но остались еще места, в которых можно хоть ненадолго сбежать от всей этой суеты. В этот осенний солнечный день мы едем в Пущу-Водицу на 12-м трамвайчике. Это самый длинный маршрут городского транспорта. Он отправляется с Контрактовой площади каждые полчаса. Проезжает старые районы Киева, а после ведет в сказку густого леса через тоннель, сделанный природой. Трамвайная линия повидала многое. По необходимости трамвай возил дрова, чтобы утеплять Киев, а во времена Первой и Второй мировых войн доставлял бойцов на линию фронта, назад забирая раненых. Мы сейчас проехали в каком-то сказочном тоннеле. Весь в соснах, весь в деревьях, полностью желтый. Пуща-Водица – прекрасный уголок Киева. Это место отлично подходит для тех, кто устал от городской суеты и хочет почувствовать гармонию природы. Тут сохранились старые киевские дачи и лагеря отдыха. Хвойный воздух, озера и умиротворяющая атмосфера. Запах тут такой аж сладкий, как будто лечебный. Класс. Ботсад Гришка является одним из крупнейших в Европе по разнообразию растений, которых более 13 тысяч, масштабом территорий и уровню научных исследований. Тут можно ходить по японскому саду из камней, пройти сквозь лианы, побывать в Средней Азии, зайти в Крым сквозь украинский сад и очутиться в Западной Сибири. Но самое мое любимое – это вид на весь левый берег сквозь цветущую сирень. Только представьте, как это все пахнет. Сколько здесь сирени. Просто такого сладкого запаха я нигде еще не встречал в своей жизни.
Сырецкий дендропарк. Такой себе скрытый уголок вдали от суеты. Небольшой размер в 6 гектаров и отсутствие популярности делает это место очень уютным. Осенью парк манит сильнее всего и отлично подходит для романтических прогулок. Один из любимых парков для прогулки. Сосновый лес, озера и огромное количество белок. Парк партизанской славы был местом, где сопротивление наносило серьезный ущерб фашистской Германии. 5 арок символизируют 5 лет борьбы. А теперь уединение с природой для многих жителей с левого берега. Осенью желтая простынь, весной цветущая сирень, а зимой треск деревьев и льда с озер, способные подарить вдохновение в любое время года. Перед открытием это место называли «Выставка передового опыта в народном хозяйстве». А киевляне придумали забавное сокращение – «Выпердос». После этого власти все же решили переименовать выставку и назвали ее ВДНХ. Здесь проводят масштабные концерты, фестивали и выставки. Сюда приходят покататься на велосипедах и устроить пикник. Ежегодно территорию экспоцентра посещает около 3 миллионов человек. Но все же местная архитектура нагоняет на меня грусть, и я предпочитаю уходить к природе. Вы только посмотрите, насколько здесь красиво весной. А если немного прогуляться, можно дойти даже до главной астрономической обсерватории. Зимой экспоцентр превращается в настоящую сказку и пропитывается духом Рождества. На территории начинает работать один из самых больших катков в стране. Открываются ярмарочные домики и зажигаются гирлянды. Бабий Яр известен как место расстрела больше 100 тысяч мужчин, женщин и детей. За пару дней Киев потерял буквально всех своих жителей евреев. Это был конвейер. Людей, кричавших от ужаса, убивали выстрелами в затылок в течение нескольких часов подряд. Теперь тут вырос огромный лес, оборудован уютный парк, открывается красивый вид на телебашню, самое высокое сооружение Украины, и установлено множество памятников этим темным временам. Мариинский дворец и парк может показаться слишком деловым. По нему спешат на работу, проводят встречи. Рядом Верховная Рада, но он довольно романтичный, в английском стиле. Здесь нету острых углов, а растения высажены так, чтобы не чувствовалась рука человека. Деревья здесь очень старые, им более 150 лет, и они высокие. Я очень часто здесь гуляю, выхожу на станции Арсенальная и иду до станции Хрещатик пешком. Одно из моих любимых мест в Киеве, и не только из-за названия. Парк Славы. Мы с Людой каждый месяц приходим на это место, чтобы увидеть лучшую панораму Киева. Особенно красиво здесь после заката, когда город включает свет. На этом месте покоится прах неизвестного солдата. Буквально, здесь лежит прах солдата, которого нашли под лютежом. Такой себе символ всех пропавших без вести. А в их честь горит вечный огонь. Также расположен музей Голодомора, сохраняя память о страшной трагедии для украинского народа и попытке его уничтожения.
Как будто в каком-то европейском городке гуляю. Люди лежат на подстриженных газонах. Дети играют на красивых, ухоженных площадках спортивных. Все чисто, опрятно, нету мусора. Близость к речке, красивые деревья высажены и звук птиц. Что еще надо для счастья в городе? Парк Наталка – относительно новый ландшафтный объект, который может стать примером для реконструкции уже устаревших зон отдыха. В Киеве есть место, которое символизирует приход весны прекрасным цветением магнолий. Это ботсад Фомина. Он располагается прямо в центре города. У выхода с метро можно попасть в такой умиротворенный уголок и сбежать хоть на 10 минут от дедлайнов. В момент постройки теплицы на территории она была самой высокой в мире. Огромный остров под названием Муромец, освоенный киевлянами всего на 20%. Здесь огромная просто территория, наверное, самая большая в Киеве, где можно просто самоизолироваться. Можно встретить гадюку, бобра, лисицу или даже лосей. Искупаться в Днепре или Десенке. Именно здесь разбивали свои шатры богатыри Добрыня Никитыч, Попович и, конечно же, Илья Муромец. Еще одним бонусом весной является парк Киото. Это одна из самых длинных аллей сакур в мире. Он был заложен в знак дружеских отношений между городами еще в 1972 году. Эти японские вишни еще маленькие, но через время, когда они подрастут, сюда будут приезжать с многих городов, чтобы сделать первые весенние фотографии. Также не забудьте о ханави, традиции проведения пикников под цветущими сакурами. Лучше всего способен переместить и позволить узнать историю Украины музей под открытым небом Пирогова, благодаря соприкосновению с ее бытом. Мне кажется, в этом месте находится душа Киева. Уникальные хатки были перенесены со всей Украины, а над его созданием велась работа в течение 7 лет. Наверное, единственное место в Киеве, где можно прочувствовать жизнь в простых украинских селах. Здесь чтут все традиции, гуляют на праздники и закатывают громкие ярмарки. Национальный природный парк Голосеево закроет мой список основного достояния Киева – природы, как самый старый в городе, где есть множество озер с лодочками, рыбаками, прекрасные ландшафты с местными обитателями, горнолыжный спуск, монастыри, купальни и самый древний дуб Киева, которому более 900 лет. Можно попасть на ВДНХ, Пирогово или в действующую обсерваторию. В общем, прогулки могут растянуться на целые выходные. Важнейшей составляющей города является река Днепр, 4-я по длине во всей Европе. Редкая птица долетит до середины и увидит скульптуру в 3 метра, прямо по центру. Именно в ней и произошло крещение всей Руси. Сейчас минус 4 градуса, я с дома еле вышел, а многие окунаются в холодный Днепр. Киев невозможно представить без перемещения между берегами,
поэтому всю нагрузку берут на себя 7 основных мостов. Мост Паттона является первым цельносварным в мире. Составлен из 264 идентичных блоков весом более 10 тысяч тонн. Самый большой мост в Европе на тот момент строили целых 13 лет, в послевоенное время. Для разрушения опор предыдущего моста на этом месте использовали взрывчатку, а ее надо было изолировать, поэтому решили задействовать презервативы. Таким образом, 5000 презервативов поспособствовали рождению мостового перехода. Вызовом стала и постройка Северного моста. Инженерам необходимо было обеспечить максимальный пролет над Днепром в 300 метров, рекордным для СССР в то время, чтобы позволить длинным кораблям маневрировать. Георгию Фуксу и его команде удалось реализовать столь амбициозный проект за 3 года проектирования и 5 лет строительства. Самый высокий в Украине, похожий на огромную арфу, из-за 72 пар сдвоенных вант. Южный мост каждый день трудится, транспортируя 100 тысяч автомобилей и вагоны метро. История Дарницкого ЖД-моста начинается еще в далеком 1868 году. Построенный из Труве за 2 года, он стал самым длинным в Европе, более 1 километра. С тех пор он 3 раза разрушался и восстанавливался, а после был заменен на уже знакомую нам версию железнодорожного автомобильного моста. Это один из самых дорогих мостов в мире. Подольско-Воскресенский уже обошелся городу в 5,5 миллиардов гривен. Для окончания строительства необходимо как минимум столько же. Работы по сооружению мостового перехода были начаты еще в 1993 году, а главный инженер Фукс так и не увидел его в действии. А этот мост был первым в Киеве через Днепр с возможностью пропуска метро. Его так и назвали – мост метро. Наверное, именно из-за этого промежутка, когда ты буквально паришь над Днепром с видами на родину-мать, правый и левый берег. Мне и нравится Красная Ветка больше других. Единственный пешеходный мост через Днепр ведет к прекрасному острову Труханов, где отдыхают многие киевляне, встречая закаты, сидя на пляже в кругу друзей. Но есть еще один переход, о котором пытаются забыть. Это железнодорожные тоннели, которые строили перед войной. Они должны были служить для подземного перехода под Днепром. Это кессон, начальный этап строительства сталинского метро. Но из-за войны секретный объект так и не был построен. Метро является важнейшей транспортной артерией, без которого тяжело представить Киев, ведь оно входит в 30-ку самых загруженных в мире. Метрополитен работает 24 часа в сутки и за всю историю был закрыт лишь 2 раза. Несмотря на эту статистику, наверное, одно из самых чистых в мире. 3 ветки и 52 станции, на которых нету уродливых тегов, а если и разрисованы, то лучшими мастерами. Старые станции сохранили свое величие и теперь выглядят как музеи. Столько раз был на этой станции метро, но не думал, насколько она уникальна. Золотые ворота входят в 10-ку самых красивых подземных станций в мире. Мозаичные реконструкции изображений князей Киевской Руси, церквей Киева и сложных орнаментов в оформлении сводов платформ. Только сейчас заметил, что все выложено мозаикой вручную. Делают эту станцию настоящим творением искусства. Послевоенный сталинский неоклассицизм можно оценить на станции метро «Университет». Коричнево-розовый мрамор, которым облицована станция, богат окаменевшими остатками доисторических животных – аммонитами. Станцию Осокорки сложно было назвать красивой до недавнего времени. Теперь ее украшают 8 муралов из 8 разных стран. Крымско-татарская женщина, Богдан Ступка и вымирающие виды из Красной книги заставляют задуматься каждого, кто смотрит не только под ноги. Славутич – одно из древних имен Днепра. Станцию украсили бело-голубой гаммой и множеством фонарей, подражая бликам солнца на водной глади. В Киеве находится самая глубокая станция метро в мире – Арсенальная. Она уходит вниз на 105 метров. Это объясняется географией города. Вход находится на вершине крутой долины, а следующая станция – Днепр, чуть выше берега реки. Чтобы избежать крутого спуска, пришлось сделать ее столь глубокой. А этот промежуток стал мировым рекордсменом по перепаду глубин в метро.
Строительство метрополитена было во время Холодной войны, когда существовала реальная угроза ядерной атаки. Многие станции были оборудованы под бункер. Эта штука называется гермозатвор. Она способна не пропускать воду, газы и даже радиоактивную пыль. Слава богу, на сегодняшний день это лишь интересный факт. Киев – один из самых религиозных городов. Общее количество зарегистрированных церквей перевалило за 1000. Тут существует несколько религий, десяток конфессий и сотня направлений. Но исторической и основной является православие. И началось все на этом месте. Здесь построили первую каменную церковь на всей Руси, укрепив христианскую веру на многие века. К сожалению, от Десятинной церкви остался лишь фундамент. В то же время монахи входят в пещеру и основывают монастырь. Позже здесь возводят каменные храмы и украшают живописью. Став опорой веры, это место называют лаврой, а на сегодняшний день Киево-Печерская лавра – самая посещаемая достопримечательность Украины. Под землей находится сложная система пещер со своими жилыми кварталами, святилищами и захоронениями. Успенскому собору удалось повидать очень много – и землетрясения, и монгольскую навалу, и татар, и пожары, и Вторую мировую войну, когда был основательно разрушен. Великая Лаврская церковь была восстановлена большими усилиями и теперь почетно занимает свое историческое место. Чтобы увидеть Киев с высоты птичьего полета, не обязательно взлетать на дроне. Самый сохранившийся значительный памятник Руси с XI столетия до наших дней – Софийский собор. Фрескам храма почти 1000 лет. Внутри находится захоронение Ярослава Мудрого. Чтобы уберечь все это наследие, служения были отменены. Храм сделали музеем и внесли в список наследия ЮНЕСКО. Зимой на Софиевской площади царит атмосфера Рождества. Не так давно елку вместо традиционного места на Майдане решили поставить возле Софиевского собора, усеять всю улицу традиционной европейской ярмаркой и подсветить все гирляндами. Вышло очень круто. Монастырь, который украшает множество открыток и магнитов из Киева, весной утопает в цвете сирени, а осенью в желтых листьях. Михайловский собор на его территории сохранил 2 стены с характерной кладкой периода Киевской Руси. Соединение истории, веры и природы Ботсада делает это место уникальным. Кирилловская церковь – одно из самых аутентичных мест в Киеве. Благодаря сочетанию старых фресок XII века и работе Врубеля удалось буквально переплести века. 800 метров квадратных фресок, среди которых Страшный суд, Крещение Христа и Житие святых. Сохранилось все это благодаря не очень популярному месторасположению. Многие киевляне не знают о ее существовании. И очень толстых стен, чтобы выполнять оборонительную функцию. Владимирский собор основан в XIX веке как памятник великому князю. Храм очень красив. Внутри расписан лучшими художниками того времени. Совращение Евы, крещение Владимира, крещение Киевской Руси можно всматриваться часами. А пение хора в церковной акустике способно пробрать до мурашек. 7 января здесь невероятное событие – Рождество. Очень красиво, особенно хор. Поет прямо вах. В Киеве находится первый и единственный на Украине храм, расположенный на воде.
чудотворца Николая. Создали его в 20 столетии спасатели на воде, чтобы отпевать тех, кого не успели спасти. С тех пор она была перестроена и стала напоминать раскрывшийся каштан. Готические формы и высокие башни приводят к Николаевскому костелу. А на эту архитектуру хочется смотреть уже снаружи. Библейские сцены, ангелы и святые воплотились в скульптурах вдоль всего храма. При Советском Союзе служило как секретное здание КГБ, а теперь там выступают хоры под обрамлением мощных гармоний органа. Андреевской церкви удалось сохранить интерьер, экстерьер и архитектуру православного барокко с 18 столетия. Она стоит на очень сложном в геологическом плане холме, который размывается грунтовыми водами. Но инженерам, архитекторам и строителям того времени удалось реализовать проект Растрелли и создать что-то удивительное. На летнее солнцестояние в Киеве можно увидеть симбиоз христианства и язычества. В ночь на Ивана Купала молодые девушки собираются в круг и выговариваются друг другу, прыгают у костра, играя с огнем, водят хороводы и отправляют венки в Днепр, отпустив свои проблемы. Да, Киев прекрасен в любое время года, но есть особенно магический период, который длится лишь пару дней. Осенью, когда температура начинает опускаться, из-за инверсии возникает туман. На мгновение Киев превращается в мистический город. Мосты ведут в неизвестность, а город напоминает сюрреалистические картины. Но чаще всего местные не обращают внимания на храмы, архитектуру или историю. Важнее всего для них улицы, по которым можно идти неспешным шагом, общаться с друзьями, обсуждать планы, наслаждаться прекрасным городом и его атмосферой. Лучшее место для прогулки во многих городах – это его исторический центр. Киев не стал исключением, но наибольший интерес представляет его низинная часть – Нижний город, Подол. Сюда приплывало множество кораблей. На площади собирались люди, продавцы, ремесленники, заключались контракты. В общем, жизнь бурлила. Бурлит она и до сих пор. Офисные центры, большое чертово колесо, разноцветная воздвиженка с красивыми домиками, высокие холмы, с которых открываются прекрасные панорамы, извилистый Андреевский спуск, выложенный брусчаткой, с продавцами народных поделок и картин, старые дворики, поросшие виноградом, фуникулер, ведущий к речному вокзалу, где летними вечерами собираются все тусовки города. А пройдя через пешеходный мост с прекрасным видом, можно попасть на самый большой пляж в Киеве и наблюдать, как солнце садится за историческими зданиями. Подол прекрасен в любое время года. Зимой зажигаются гирлянды, открывается ярмарка, одеваются коньки и начинают петь колядки. Осенью плющ украшает здание своей красной палитрой, а летом одни из самых красивых девушек в мире превращают Подол в подиум для показа мод. Но не стоит скидывать со счетов верхний город. Улицы Старого Киева не такие популярные, и здесь отсутствуют толпы туристов.
Красивые аутентичные дома, которые строились не только для функционального назначения, но и ради архитектурного самовыражения города. Здесь можно всматриваться в детали, заглянуть в атмосферные дворики и просто бегать по незагруженным дорогам. Конечно, можно пройтись и по туристическим местам, напомнить себе о величии Киева количеством куполов на Михайловском монастыре, прикоснуться к стене XI века у Софийского храма. 7 числа здесь ходят с колядками. Посчитать количество колонн МИДа или пройти через Золотые ворота, одним из главных входов в город. Немногие киевляне ходят этим маршрутом, от метро Днепр до пешеходного моста через набережное шоссе. В основном это место занимают рыбаки. Но совершив такую прогулку в 3 километра вдоль прекрасного Днепра, мне кажется, можно зарядиться его мощной энергией, подышать свежим воздухом, высматривать массивные корабли, вслушаться в прибой и перевести дыхание от быстрого темпа города. С 2019 года киевлянам стал доступен живописный прогулочный маршрут. Сквозь арку Дружбы народов можно пройти по новому мосту, полюбоваться видами левого берега Труханова острова, пешеходного моста, а дальше пойти склонами Владимирской горки сквозь густой лес. Пройдя под фуникулером, посидеть на смотровой площадке и всматриваться на прекрасный Подол. Вдоль всего маршрута вас будет преследовать прекрасная панорама Киева. Грош цена моему рассказу, если я не упомяну центральную улицу города Крещатик. Сейчас тяжело представить, но раньше это было необитаемое место и находилось за пределами Киева. Все было покрыто густым лесом, в котором киевляне охотились на мелких зверей и птиц. Теперь же из деревьев тут только каштаны, которые являются символом города. Расцветая весной, они украшают столицу белыми и розовыми цветами. Это самая короткая центральная улица Европы. Длина 1,3 километра и в то же время самая широкая – 75 метров. Какой же праздник, когда вся эта дорога перекрывается и наполняется людьми. Здесь расположен известный на весь мир Майдан Независимости. На площади принимались исторические решения современной Украины. Тысячи неравнодушных людей со всей страны выходили на протесты против действующей власти. Поднимая флаги, они устраивали оранжевую революцию, а бросая шины в огонь и став под пули, добивались укрепления отношений с Европой. Много было сказано в этом видео, и все же истинная красота Киева должна быть не в высоких зданиях, монументах, обилии зелени, не в могучем Днепре и даже не в древней истории, но в людях. Такие разные вместе киевляне создали нечто удивительное, уникальное и неповторимое на протяжении многих столетий. Я не знаю, что будет с Киевом через 50 или 100 лет, но лишь хочу попросить каждого, кто будет иметь отношение к нему, любить и созидать этот прекрасный уголок планеты Земля. Я вел съемки на протяжении 12 месяцев. Хотел, чтобы мой рассказ был идеальным, чтобы напоминать, насколько повседневная суета способна замылить глаза, вне зависимости от времени года. Ведь каждый день можно открывать для себя что-то новое и каждый раз удивляться, насколько разнообразным может быть наш Киев.